Привет, дорогие друзья! Я продолжаю серию видео, посвященных технической стороне. Итак, в этом видео я покажу вам самое главное, что есть в полимерной глине. Это запекание. Я покажу вам свою новую печку. Мы ее вместе протестируем, посмотрим, настроим нужную температуру. И я расскажу вам особенности запекания полимерной глины. Я думаю, что это очень полезно и информативно, потому что если неправильное запекание, считайте, что с полимерной глиной вы не подружились совсем. Так, давайте начнем. Так, друзья, открываем новую печку. Она достаточно большая, больше, чем моя старая печь. Так, это документы. Так, сейчас мы ее вытащим. Так, чтобы вы понимали разницу. Это моя старая печь и вот такая новая печь. Она достаточно большая. У меня еще есть разные принадлежности, которые мне не понадобятся. Итак, как я выбирала печь? Во-первых, это бюджетный вариант. Дорогая печь нам и не нужна для того, чтобы испекать только глину. Дальше это градусы. Вот они, от 40 градусов до 230. Так, дальше тут есть подогревание нижнее с двух сторон и верхнее. Так, и есть таймер. Кстати, в моей старой печке есть только градусы и таймер. Но таймер всего лишь на 6 минут. Подогревание в моей старой печи только снизу, и поэтому я попробую в этой новой печке тоже подогревание только снизу. Печь можно легко переставить, она не такая уже тяжелая. Вот, ну да, место занимает немножко больше. Ну, для печки у меня есть отдельный стол. Конечно, желательно иметь отдельную печь. И если вы уже конкретно занимаетесь полимерной глиной, то уже желательно потратиться и купить отдельную печку, чтобы продукты питания не контактировали с полимерной глиной. Для того, чтобы температура была точной, я всегда использую градусник. Вот такой градусник, который ставится внутрь печки. Я считаю, что это обязательная вещь, прежде чем начать выпекать глину, потому что печки, очень многие печки просто врут. Врут температуру, показывают неправильно. Из этого очень многие люди расстраиваются и разочаровываются и просто перестают даже лепить. Итак, сейчас мы попробуем включить печку и посмотреть, как она нагревается. Я сейчас поставлю на нижнее подогревание. Вот так. Температуру я поставлю 120 градусов. Я завожу таймер, вот, и печь начинает работать. Заведем на 20 минут и посмотрим. Сейчас посмотрим, насколько нагревается. Вот видите нагревательные элементы, они уже красные. Самое главное правило — ставить глину в духовку в уже разогретую. То есть, если мы ставим в холодную и включаем, то бывает такое, что печь очень сильно нагревается, а потом она опускается к той температуре, которая нам нужна. И в этот момент, если в печи стоит глина, то она может просто сгореть. Мне очень часто пишут вопросы, что делать, когда глина хрупкая. Или почему я запекаю, и глина вот сразу ломается. Что делать? Дело в том, что это все связано с температурой. То есть даже если ваша печка показывает правильную температуру, которую вы настроили, все равно температура низкая. Сейчас я приготовлю разную глину. Вот у меня есть такие остатки, смеси. В общем, ненужные кусочки, которые я могу запечь и посмотреть, как запекает моя новая духовка. Так я и рекомендую тоже всем делать, если у вас первое запекание.
Не надо готовить какие-то классные изделия, и таким образом вы избежите каких-то неприятных моментов, потому что бывает такое, что ты сидишь, работаешь над этим целый день, и вы думаешь, вот сейчас я запеку, а запекаешь, а оно все либо сгорает, либо не дозапекается, и это очень обидно. Смотрите, я подготовила кусочки разной толщины. Значит, есть такой пласт, так есть совсем тонкий пласт глины, вот такой. Есть шарик, палочка такая вот. И мы будем смотреть, насколько печка хорошо у нас печет. Итак, на градуснике 120 градусов, на термометре внутри практически 150. Так, друзья, прошло уже 20 минут, и сейчас на градуснике 160 градусов. Сейчас я буду опускать температуру и посмотрю, при какой же температуре здесь правильная температура запекания там. Но дело в том, что такая процедура у нас только первый раз будет. Когда мы настроим печку, уже потом не надо ничего делать, ничего вымерять. Вот, то есть это только первый раз, когда вы принесли печку, и либо используете свою печку, и вам нужно настроить нужную температуру. Если у вас нет возможности купить новую печь отдельную для полимерной глины, и вы будете использовать свою печку, в которой вы готовите, то желательно, конечно, как-то защитить ее от паров, от полимерной глины. Вы можете использовать фольгу, либо использовать специальные рукава для запекания. В общем, чтобы пары не оседали внутри духовки. Конечно, можно и вообще без всего этого просто ее мыть. Но вы представляете сами, сколько это забот помыть печь после каждого запекания изнутри. Так, друзья, там у нас примерно 130 градусов, и я попробую поставить нашу глину. Кусочки, которые я сделала. Вот такие вот. Сейчас мы посмотрим. Так, я думаю, 10 минут будет достаточно. Так, друзья, пока прошло 10 минут. Сейчас мы посмотрим. Температура немножко поднялась. Сейчас я выну все. Так. Сейчас посмотрим. Мы дадим немножко остыть. И посмотрим, как у нас получилось запечь. Так. Горячая очень. Но я вот так вот делаю руками и вынимаю. Так, ставлю на место. Итак, главное, что они не сгорели. Итак, самый тоненький у нас отлично запекся. Он такой должен быть. Сгибается, все хорошо. Вот такой. Отлично. Дальше тоненькие эти. Тоже все хорошо. Этот пока у нас еще не остыл. Его можно понажимать. Но когда он уже станет холодным, то станет уже более плотным. Так, вот эта вот палочка отлично просто запеклась. Смотрите, я могу даже завязать узелочки. О. Это говорит о том, что глина хорошо запеклась. Вот она не ломается. Видите, она пластичная. Так, можно сгибать. Вот. Ну, что я могу сказать? Я, в принципе, довольна. И я думаю, что на этой температуре я и оставлю. Да, нужно будет еще немножко поэкспериментировать. Ну, я думаю, что как раз вот здесь и я поставлю потом здесь точечку, ручку. Вот, чтобы в следующий раз не настраивать его. Тут чуть-чуть меньше 120 градусов. Приблизительно 110. А здесь на термометре примерно 130. Итак, друзья, 3 самых главных требования к запеканию. Первое – это использовать внутренний термометр. Второе – это печь должна быть полностью нагретая. И третье – когда вы первый раз запекаете глину,
обязательно используйте те кусочки глины, которые вам не жалко. В общем, если у вас есть и остались вопросы после этого видео, пишите, я обязательно отвечу. Все, счастливо, до свидания, берегите себя.